зажал, сохнет. Пойдем крышечку делать. Вот мой бардак. Рабочий, правда, бардак. Убираться не успел. Вот к этой штуке крышечку сделаем. Вот такая с рябины. Тут, не знаю, надо будет тоже логотип, что ли, поставить. Еще что-нибудь. Середина рыхлая, не гнилая, а рыхлая, ну, а вот где-то ближе к краю вот дерево нормальное. Пойдем изобретать крышечку. Крышечку сюда. Обточить надо и ручку сделать. Так, с одного на другое. Вот здесь небольшое пояснение. Она рыхлая была вот здесь у меня. Ну и в принципе и здесь тоже вот дерево такое. Края вообще хорошие. А центр не то чтобы гнилой, но он такой рыхлый. Ну здесь я эмблемку свою какую-нибудь поставлю. На лазерном станке выпилю, крышечку сделаю. Вот. Здесь я внутри там не видно. Он более-менее там зашлифовал, но неважно, залью чем-нибудь. И здесь такая же была. Так я ее в банку с лаком разбавлял, жидкий лак. И туда прямо опускал, вытащу, подержу, опять опущу. И вот она у меня сутки полежала. Ну сейчас хотя бы точится ровно. Потом сверху лаком отшлифую, лаком сверху еще покрою, будет. Должно хорошо быть. И заодно как бы не треснет. Я посмотрел в YouTube стабилизаторы. Ладно, Мурло покажу. Стабилизаторы там мужики для ножей, для ручек стабилизируют. Но банка стоит там литр, что ли, 1000 рублей. Я прикинул, думал, попробую это. Ну, жидкий лак разведу, да и все. И я прям на станке кручу, нагреваю, он там зерошивается тоже по температуре. И таки влагу выгоняет, а это и не трескается. Ну, как бы и точится потом ничего. Правда, полируется плохо. Наждачка забивается, если не просохнет. Ну, вот такая. Ну, сейчас посмотрим, что получится. Много говорю, конечно. Ну, может, кому интересно, давайте смотреть. Сейчас поры большие, до сих пор он видно. Сейчас зашлифую. И у меня наждачка. Это под ручку. У меня материал есть другой, но неохота большой кусок тратить. Лучше ручку отдельно сделаю. Камеру выдеваю, извиняюсь. А так ставлю туда ручку. Сейчас вы увидите.
короче, не нашел рябины хорошие. Сейчас буду из клееного. Это у меня. Скажите. Клен такой сухой, на корне высохший, он как дуб похожий. Крутой вообще. Он тоже коричневый. Сделаю из нее ручку, будет разноцветная. Ну, посмотрю, что будет. Хорошо не в лоб. Вот такая фигня. Вручную буду дорабатывать. Хорошо не в лоб. Хорошо не в лоб. Ладно. Буду зарабатывать вручную. Вот так приклеили. Подсохнет. Или уже подсохло. Подсохло, можно зажимать. Так. Приклеил его. Смотри. Просто приклеил. Все, как он. Короче, такая фигня. Вот тут у меня красилочка. Вот так вот. Сейчас мы покроем. Отдельно. Отдельно. Она там туда в пору впитывается. Вот, немножко рябина, другой оттенок. Ну ничего, даже красиво. Он один раз пойдет пока. Короче, я как покрываю? Нитролаком вот таким мебельным. Но они сейчас вот такой.
Сейчас выпускают такой вонючий, раньше как-то ацетоном вонял, сейчас не знаю чем. Я типа им грунтую, вот. А потом уже вот такой акриловый лак автомобильный. Глянцевый акриловый. Ну это однокомпонентный. Я раньше покрывал автомобилем, там вообще, ну столешницу можно покрывать, а горячего не боится, ничего уже, горячий можно ставить. А так, экономнее получается. Грунтую лаком, потом сверху акриловым. И блеск такой. И запаха нету. Самое главное, что запаха нету. Ну, будем продолжать дальше. Вот такая вазочка, солоничка получилась. Раз, два, хоп, 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 хоп.